Привет! Как ты, наверное, догадался по названию данного видеоролика, сегодня речь пойдет о лучших ТВС-наушниках по мнению большинства. По крайней мере, в интернете гуляют только эти мнения. Сегодня у меня в ролике будет Sennheiser Momentum 2, Sony 1000 XM3, я бы их, кстати, на самом деле со счетов-то не скидывал, потому как XM4 как-то по обзорам-то не особо классные, а вот эти вот огонь. Samsung Galaxy Buds Pro и Anker Liberty Air 2 Pro. По-моему, правильно я назвал. Может быть, какие-то я слова местами перепутал. Вот такие вот наушнички. Они самые дешевые из этих всех, получается. По-моему, около 10 тысяч рублей они плюс-минус там стоят. Все остальное стоит дороже. Ну и, конечно же, мы это все рассмотрим через призму Huawei FreeBuds Pro, моих самых любимых ТВС-наушников, которыми я пользуюсь на постоянной основе. Ну и многие из моего телеграм-чата, из моей группы, участники хотели послушать мнение, насколько эти наушники можно сопоставить со всеми этими. Ну и разумеется, данные наушники топовые не только по звучанию, но и по цене. За весь вот этот вот квартет примерно в магазинах просят около полтинника, плюс-минус. Да, на вторичке, наверное, или на Алиэкспрессе под какие-то акции, какие-то из этих экземпляров наушников можно купить дешевле, но в среднем по ценам в магазинах это примерно около полтинника. И данный ролик, в принципе, не имел бы возможности на существование, если бы не Саша с канала Польза.нет, который и предоставил мне все эти вот 4 экземпляра, за что им огромное спасибо. Вы его, наверное, прекрасно все знаете, кто смотрит мой канал, вы, наверное, его смотрите, кто любит наушники, уж явно его ролики про наушники видели, так что в представлении, я думаю, он не нуждается. Он, конечно, просил меня не упоминать его канал, но, тем не менее, я не могу, я хочу выразить благодарность, и я ее выражаю. Привет, Саш, если смотришь, спасибо тебе огромное. Ну а я, в свою очередь, сегодня с позиции обычного пользователя постараюсь тебе ответить на самый главный вопрос. Стоят ли эти наушники своих денег? Ну а начать я предлагаю с Sony 1000 XM3. Вот эти вот красавчики, которые стоят в районе 13 тысяч рублей. В таком вот огромном кейсе. Итак, Sony 1000 XM3. Сколько же хвалебных отзывов про эти наушники я прочитал в интернете. Почти каждый, кто делал обзор на эти наушники, их хвалил. В целом не могу не согласиться, наушники и правда очень хороши. Единственный момент, который сильно смущает, это, разумеется, их размер. Что сам зарядный кейс, что наушники просто огроменные. Но если в случае с кейсом это действительно не сильно удобная история и далеко уж не pocket-friendly вариант, то вот сами наушники в моих ушах сидят просто отлично. Возможно, визуально так и не кажется, но по моим ощущениям они хороши. Я тестировал данные наушники чуть больше недели и могу сказать, что, к примеру, в процессе ходьбы поправлять их мне почти не приходилось, что случается довольно редко, даже в самых удобных ТВС-наушниках. Но учитывая тот факт, что из всех ТВС, которые я успел протестировать, наберется лишь пара-тройка наушников, которые мне совсем не подошли по размеру и были неудобными, необходимо отметить тот факт, что все же не всем они смогут подойти, как мне. И эти штуки по возможности лучше померить в магазине. Из интересного, что ввело меня немного в ступор, для подключения наушников их необходимо доставать из кейса. Никаких кнопок активации и сброса до заводских настроек как внутри, так и снаружи корпуса нет. Еще один занимательный момент, который я отметил, процесс подключения и уровень заряда каждого из наушников озвучивается женским голосом по-русски. И этот факт немного, но подкупает. Вот это я понимаю, локализация топового девайса. И тем не менее, позволю здесь повториться. Зарядный кредл очень большой. Его габаритные размеры по длине, ширине и высоте составляют 79 на 54 и на 28 мм соответственно. А его вес с наушниками внутри получился 92 грамма, без 75. И вот при таких-то условиях довольно странно было получить всего 3 полноценных цикла зарядки гарнитуры от кейса. При этом наушники не долгожители в современных реалиях. В моем тесте автономности на 100% громкости они отыграли всего 4 часа и 12 минут, без активированного шумодава. Но сегодня по данному параметру я всем даю скидку, потому как наушники не новые. Этому экземпляру как минимум уже год, так что в целом результат в 4 часа на одном заряде очень даже хороший, при том что сами наушники громкие и запас по этой части у них есть. Да, возможно не самый запредельный, но все же есть. А вот что касается непосредственно звучания, то из всех сегодняшних наушников оно мне здесь понравилось больше всего. Это именно тот звук, который я люблю.
Бас не сильно бьющий в голову, шикарная объемная середина и умеренные верха. Да мне по сути здесь даже эквалайзер крутить не пришлось, стоковый звук просто прекрасен. Баланс по частотам здесь очень близок к таковому в Huawei FreeBuds Pro. Я бы даже сказал, что в какой-то мере эти наушники плюс-минус одинаково звучат. Только у Sony есть еще и приложение с замороченным эквалайзером. И вот если вдруг тебе чего-то будет не хватать по частотной картине, то это с легкостью можно добавить софтверно. По моему мнению, эти наушники идеальный вариант под любой жанр музыки. Красивый звук они все-таки выдают. И это, наверное, то, ради чего я бы купил себе эти наушники. Только, скорее всего, в светлом исполнении. Как я и говорил в самом начале видео, несмотря на то, что модель уже не новая, эти наушники еще рано списывать со счетов. Звучат они просто превосходно. Ну а теперь давай расскажу немного по остальным параметрам. Жесты управления функциями мультимедиа зашиты здесь пакетно, то есть их можно переназначить с левого на правый и наоборот. На одном будет управление громкостью в плюс или минус, на втором все остальное. Насколько это удобно, вот как по мне не особо, учитывая, что в тех же FreeBuds'ах каждый наушник работает как самостоятельное устройство. И вот именно за универсальность эти наушники я так сильно и люблю. Ведь я очень часто пользуюсь одним каким-то из пары, в особенности когда еду за рулем. И меня очень радует, что управлять полноценным плеером я могу даже с одного наушника. Вообще, что касается софта, то у Sony он добротный и самое главное понятный. На первый взгляд может, конечно, показаться, что там куча заморочек, однако это не так. В данных наушниках нет встроенного игрового режима, оттого нормально поиграть в шутеры скорее не получится. В своем тесте я получил довольно неутешительные результаты по задержке в интервале от 400 до 480 миллисекунд, хотя при этом YouTube в них смотреть в принципе нормально, звук от видео не отстает. Если же говорить о шумоподавлении, то в целом могу сказать, что я доволен работой режимов ANC. Вкупе с комплектными амбушюрами все работает неплохо. А вот обратная сторона, режим прозрачности, здесь может достигать такого уровня, что при играющей музыке тебе не обязательно ее выключать, чтобы с кем-то поговорить. Микрофоны на это дело здесь заточены просто отлично. А вот как они отрабатывают при звонках, я и предлагаю тебе послушать прямо сейчас. Проверяем работу микрофонов в наушниках Sony 1000XM3. Вот таким образом они звучат в закрытой машине. Я открываю окна, как обычно. Сторон вызывает порывный ветерочек такой, свой стучок остается. Проезжает мимо машины, фокусы и прочий какой-то транспорт. Ну, собственно, примерно можно понять, как тебя будет слушать собеседник, если ты будешь с ним разговаривать вот этим наушником летом, открыв окна, проветриваясь. Ну вот как-то так все в этом сценарии работает, шумодавы вот так вот отработают. Ну и не откладывая в долгий ящик, второй тест с печкой. Я сейчас выкручиваю на максимум все ее возможности, потихонечку она набирает обороты, вот так вот. У меня уже здесь стоит очень сильный шум, фрагмент этого шума я сейчас вставил в тест, чтобы ты послушал, при каких условиях это все делается. Ну и вот так отрабатывают шумодавы при таком сценарии использования в наушниках Sony 1000XM3. Вот как-то так. Ну а вот так отрабатывают микрофоны в наушниках Sony 1000XM3. В парке я сейчас нахожусь. Здесь у нас особо погода не такая ветреная. Но при всем при этом можно примерно понять, как тебя будет слышать собеседник, если ты будешь находиться в парке, разговаривать с ним по телефону. Такой легенький ветерочек здесь все-таки задувает, но в целом вокруг абсолютная тишина. Как-то так. Ну а следующими наушниками на очереди я предлагаю рассмотреть Sennheiser Momentum второго поколения. Вот такой вот тканевый у них кейс, и в принципе сами наушники довольно-таки габаритные. Но в ушах они у меня сидят довольно-таки неплохо. Итак, настала пора самых дорогих наушников из сегодняшней подборки. И что характерно, они тоже не самые маленькие. Конечно, визуально они чуть меньше Sony, но в целом все равно большие. Эти наушники по размеру точно надо попробовать на себе, ведь их форма в виде небольших бачат залезет далеко не во все уши. Зарядный кейс у этой модели покомпактнее, чем в предыдущих Sony. Он полностью обтянут тканью, очень похожей на акустическую. И вот изначально я думал, что это дико непрактично. Ткань будет пачкаться, протираться и быстро потеряет первозданный вид. Но учитывая, что эти наушники также не новые, футляр спустя время выглядит вполне нормально. Его габаритные размеры по длине, ширине и высоте составляют 77 на 44 и на 35 мм соответственно. Вес с наушниками внутри получается 70 грамм, без 58.
Сборка здесь под стать цене мега качественная, ничего не люфтит, крышка плотно закрывается, как у шкатулки. В петле есть специальный фиксатор для удержания крышки в открытом состоянии, так что доставать гарнитуру оттуда очень удобно. Но вот незадача, как и в первом случае, наушники подключаются к смартфону по изъятию их из кейса. Весьма неожиданно и странно такое наблюдать в столь дорогих ТВС-ках. Причем отдельно работать может только правый наушник, левый самостоятельно не запустится. И вот этот момент я считаю огромнейшим минусом данной модели. Как такое допустил производитель, я просто не пойму. Для полноценной работы наушников из Google Play Market нужно скачать фирменный софт. Программа называется Smart Control. Здесь имеется множество функций для кастомизации и настройки наушников под себя, начиная с управления функциями мультимедиа и заканчивая эквализацией звучания. Наушники умеют полноценно управлять плеером, датчики автопаузы работают в обе стороны, но самым интересным лично для меня был местный эквалайзер. Это, наверное, самая лучшая и удобная реализация подкрутки звучания, что я когда-либо пробовал. Даже если ты не шаришь, как крутить бегунки в обычном эквалайзере, ты всегда можешь добиться отличного звучания с помощью движения точки по экрану. Реализация реально классная и удобная, а главное, быстро можно настроить звук под себя, потому как лично мне стоковое звучание в этих наушниках совсем не понравилось. Оно здесь слишком гулкое, басовитое и отчасти бубнящее. Но стоит тебе прикоснуться к эквалайзеру и пошевелить эту точку на экране, так все становится на свои места. И вдруг ты начинаешь понимать, от чего народу так заходят эти наушники. Я, конечно, далеко не аудиофил, но звук хороший люблю. И вот из всех сегодняшних экземпляров здесь самое лучшее звучание. Конечно же, после самостоятельного вмешательства, но софт здесь для того и есть, чтобы им пользоваться. Поэтому подкрутить звучание под себя просто необходимо и даже обязательно. Лично я сбил весь этот напор, немного сбавив низких частот. Тогда появляется шикарный объем на середине, в районе границы с басом. И создается такое ощущение, будто ты находишься в центре событий. Несмотря на то, что я в основном предпочитаю слушать поток, пусть и в максимально хорошем качестве, для того, чтобы быть объективным и ничего не пропустить, я накачал себе различных композиций во флаке. Слушал и так, и если честно, разница для меня практически была незаметной. Возможно, кто-то скажет, что такие наушники нужно слушать на крутом дорогущем хай-фай плеере. Я же в свою очередь не понимаю зачем, ведь САП от этого плеера будет стоять без действия. Как по мне, ТВС-наушники в первую очередь созданы для смартфонов и должны обеспечивать удобство в прослушивании музыки, а также при разговорах по телефону. И тем не менее, супер удобными эти наушники я назвать не могу. Да, звучат они великолепно, но стоит ли оно того для человека, который слушает потоковые сервисы на смартфоне? Скорее в таком сценарии я предпочту те же FreeBuds Pro. Они безусловно проиграют в звуке в таком сравнении, тут даже спорить не буду. Но вот по удобству использования наушники от Huawei лично для меня в приоритете. Да и к тому же ANC сценарий здесь отрабатывает хуже, чем у FreeBuds. И только за счет очень плотной посадки самих наушников и как следствие помощи пассивной шумоизоляции, Sennheiser очень даже неплохо себя проявляет в шумных местах. Но в обратном направлении в режиме прозрачности встроенные микрофоны справляются не очень. Чтобы услышать окружение, музыку тебе придется убавить на самый минимум или отключить ее вовсе. В моем тесте автономности на 100% громкости Sennheiser Momentum 2 отыграли 4 часа и 21 минуту. Учитывая их запредельную громкость, на которой смогут слушать далеко не все, результат в целом хороший. Игрового режима в данных наушниках также не предусмотрено, да и сильно сомневаюсь, что кто-то будет покупать столь дорогой девайс для игр. И тем не менее, проверить эту дисциплину я все же задумал. Мой интервал по задержке составил 320-400 миллисекунд, что в целом неудивительно. Ну а теперь я предлагаю тебе послушать, как звучат микрофоны в этих наушниках. Проверяем работу микрофонов в наушниках Sennheiser Momentum 2. Вот таким образом они звучат в закрытой машине. Я сейчас по традиции открываю окна. На скорости мне сюда с двух сторон задувает ветер, также еще и присутствует небольшой шум от дороги. Машина мимо особо не проезжает, но тем не менее. Сейчас еще на пути у меня встретится небольшой туннельчик, и послушаем звук, как там он будет происходить, собственно. Вот небольшой туннельчик, небольшой участок дороги с туннелем. Вот так тебя будет слушать собеседник при открытых окнах, при таком сильном шуме от улицы. В общем, как-то так это все работает. Ну и традиционный второй тест с печкой. Я сейчас выкручиваю ее на максимум. Она потихонечку набирает обороты. И уже буквально через секунд 5-6 у меня в машине будет стоять очень сильный шум. Вот такой вот. Фрагмент этого шума ты сейчас можешь слышать, в каких условиях происходит данное тестирование. Ну и, собственно, вот так отрабатывают микрофоны при таком сценарии использования, если ты будешь, допустим, зимой обогреваться печкой
и, собственно, захочешь поговорить с кем-то по вот этим вот наушникам. Но вот так отрабатывают микрофоны в наушниках Sennheiser Momentum 2 в парке. Сегодня прекрасная погода, ветра практически нет. Ну и, собственно, примерно можно прикинуть, как тебя будет слушать собеседник, если ты с ним захочешь поговорить по вот этим наушникам, ну, находясь вот в такой вот обстановке. Ну а следующими наушниками на сегодня будут Samsung Galaxy Buds Pro. Вот такой вот у них компактненький кейс, да и в принципе сами наушники тоже довольно компактные. Сидят они вот как-то так. Ну а как работают, сейчас расскажу. Бытует мнение, что для полноценного раскрытия всего потенциала наушников необходимо их использовать с родными смартфонами производителя. Конечно же, если таковые имеются в природе. Но по факту же, если в самих наушниках не заявлена поддержка какого-то аудиокодека собственной разработки, то зачастую единственное, чего ты лишаешься, это встроенной анимации подключения. По всем остальным моментам обычно функциональность не урезанная, по крайней мере по части звучания уж точно. И вот оно первое, одно из немногих исключений из правил. Samsung Galaxy Buds Pro. Наушники в целом интересные, но дополнением к отсутствующей анимации на сторонних смартфонах в данной модели имеется мультипоинт только с самсунговскими устройствами, обладателем которых я не являюсь. Также помимо всего перечисленного у этих наушников есть свой аудиокодек Samsung Scalable. Это некий аналог aptX от производителя, но с сильно большим разбросом по битрейту от 96 до 512. Соответственно, я на своих смартфонах тестировал данные наушники по аудиокодеку AEC. Данная гарнитура самая миниатюрная из всех сегодняшних экземпляров. Сделана аккуратно и качественно. По материалам вопросов у меня нет. Футляр pocket-friendly формата с открытием по типу пудреницы. Его габаритные размеры по длине, ширине и высоте составляют 50 на 50 и на 27 мм соответственно. Вес кейса с наушниками внутри получается 58 грамм, без 45. Помимо обычного заряда по проводу, кейс обладает модулем беспроводной зарядки. Она встроена в нижний торец корпуса. Из всего сегодняшнего списка по своим функциональным возможностям эти наушники максимально приближены к Huawei FreeBuds Pro. Но здесь хотелось бы уточнить, что это именно по набору функций, а не по общей их работе. Каждый наушник умеет переключать треки в обе стороны, ставить воспроизведение на паузу и переключаться между режимами ANC. Управление громкости здесь также можно выбрать, но за место переключения режимов шумоподавления. Да и сама регулировка громкости работает только в плюс или минус на каждом из наушников. И по-хорошему это единственный жест, который поддается изменению. Все остальное зашито в сенсоры на постоянку. И вот непосредственно как работает активное шумоподавление мне здесь совсем не понравилось. Эффекта от его активации я не ощутил вовсе. Такое ощущение, что только за счет амбушюр внешний шум немного отсекается. Зато вот режим прозрачности проявил себя просто изумительно. Очень громкая трансляция окружения позволит не вынимать наушники из ушей, да и музыку останавливать тебе не придется. Причем даже если ты будешь слушать ее на максималках. Запаса по громкости тут достаточно, наушники не тихие. В моем тесте автономности на 100% наушники отыграли 5 часов и 21 минуту, при том что сами наушники даже в стоковом пресете на AAC играют сбалансированно. Никаких перегрузов по частотным составляющим здесь нет. Звук объемный, детализированный и приятный на слух. В приложении также есть несколько пресетов на звук, с которыми в принципе можно поиграться и что-то подобрать под себя. Какой-то тонкой настройки производитель здесь не предлагает, но возможно она тебе и не понадобится, ведь стоковое звучание очень даже хорошее. Но вот если, к примеру, сравнивать их звучание с таковым в наушниках FreeBuds Pro, то последний для меня играет лучше. По крайней мере, так мне показалось. Но здесь я вполне допускаю, что дело в посадке и в самсунговских амбушюрах. Дело все в том, что их насадки имеют проприетарное крепление. Ничего из моих сторонних на них толком не налезает, а точнее из-за специальных выступов обычные насадки просто слетают и остаются в ухе. И как по мне, это еще один недостаток данных наушников, хоть и в целом мне они понравились. Специального игрового режима на борту здесь также нет, но отставание звука в игре чувствуется меньше, нежели у предыдущих пар. В своем игровом тесте я получил результат в 200-240 миллисекунд. А вот во время работы YouTube задержек звука на свой слух я не обнаружил. Ну а теперь, как и в предыдущих двух случаях, я предлагаю тебе послушать работу встроенных микрофонов. Проверяем работу микрофонов в наушниках Samsung Galaxy Buds Pro. Таким образом, они звучат в закрытой машине. Я сейчас по традиции открываю окна с двух сторон. Сюда мне начинает задувать порывами ветер. И, собственно, слушаем, как отрабатывают шумодавы при таком сценарии использования. Допустим, если ты летом, как я сейчас, будешь, открыв окна настежь, разговаривать с кем-то по телефону.
Как-то так это все работает. В общем, приступаем ко второму тесту. Но у нас на очереди второй тест, тест с печкой. Я сейчас выкручиваю ее на максимум. Вот таким вот образом. Она потихонечку набирает обороты, и уже буквально через 5-6 секунд в салоне будет стоять очень сильный шум. Вот такой вот фрагмент данного шума я вставил сейчас в ролик, чтобы ты послушал, в каких условиях проделывается данное тестирование. Ну и примерно вот так тебя будет слышать собеседник, если ты, допустим, зимой будешь выкручивать печку на полную, обогреваться и захочешь с кем-то поговорить по вот этим вот наушникам. Но вот так отрабатывают микрофоны в наушниках Samsung Galaxy Buds Pro. Сейчас дует такой легенький ветерочек. Нахожусь я, в принципе, в парке сейчас. Здесь дорога, сейчас тебе покажу, вот тут она есть. Машины на ней, не так часто ездят, но тем не менее, можно примерно прикинуть, как тебя будет слышать собеседник вот в таком вот месте, где немножко есть шум от дороги, немножко есть ветра, и какая-то такая вот обстановочка в целом. Ну и последними в сегодняшнем квартете будут наушники Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro. По-моему, я правильно назвал это название. Вот как-то так они выглядят. Вот так они сидят в ушах. Ну а как работают, сейчас узнаешь. Итак, у нас на очереди флагманская модель наушников от Anker с оригинальным кейсом, открывающимся по типу слайдера. Покрытие Soft Touch, трехточечная индикация на передней стороне кейса и, можно сказать, pocket-friendly исполнение. Габаритные размеры футляра по длине, ширине и высоте составляют 62 на 60 и на 29 мм соответственно. Вес кейса с наушниками внутри получается 61 грамм без 50. На задней стороне рядом с разъемом Type-C расположена кнопка активации и сброса наушников до заводских настроек. Помимо зарядки по проводу, в нижний торец корпуса встроена катушка беспроводной. Сами наушники имеют форм-фактор внутриканальных с ножкой и с внутренней стороны выполнены из матового пластика, ровно как и основная их часть со звуководом. Сидят в ушах комфортно и нигде не давят. Посадку и правильность подбора амбушюр можно оттестировать в фирменном приложении Soundcore. И вот как по мне, для более эффективного восприятия звука это необходимо сделать обязательно. По управлению функциями мультимедиа здесь доступны 3 жеста, одинарный и двойной тапы, а также удержание пальца на сенсоре в течение пары секунд. Переключаться между режимами ANC и прозрачности можно как с самих наушников, так и в разделе приложения. Для шумоподавления доступно целых 4 сценария. 3 готовых и 1 пользовательский, а вот в режиме прозрачности сценария 2, распознавание речи и постоянно работающий. В целом могу сказать, что отрабатывает обе опции превосходно, и это тот самый случай, когда они хорошенько так уделывают Sennheiser Momentum 2, но лишь по этой части. Разумеется, в звучании они точно проиграют. Вообще, что касается звука, то лично для меня Liberty Air 2 Pro слишком басовитый. Наушники выдают очень много низких частот, которые даже пресетами сложно поправить. Либо урезаешь совсем, либо недостаточно. Из всего обилия предложенных надстроек мне понравилось разве что 2 пресета из раздела «Профессиональный». Конечно же, при желании всегда можно накрутить и сохранить своих пресетов под разные жанры, так что по этой части поиграться вполне можно. Тем более, что потенциал у наушников очень даже хороший, да и приложение удобное. В своем тесте автономности на 100% громкости я получил результат в 5 часов и 15 минут, и это при том, что из доп. Функций я ничего не активировал. К слову сказать, в игровом сценарии наушники проявили себя довольно неплохо, но ожидаемо не идеально. Специального режима тут нет, оттого мой интервал по задержкам получился в районе 280-320 миллисекунд. Так что если ты не профи, то сыгрануть партийку-другую в колду вполне будет достаточно. Ну а как же работают встроенные в наушники микрофоны, я тебе предлагаю послушать прямо сейчас. Проверяем работу микрофонов в наушниках Soundcore Liberty Air 2 Pro. Вот таким образом они звучат в закрытой машине. Я сейчас открываю окна с двух сторон. И на скорости меня всегда задувает ветер порывами такими. И можно послушать, как отрабатывают шумодавы при таком сценарии использования. В общем, вот так тебя будет слышать собеседник, если, допустим, ты летом захочешь открыть окна и поговорить с кем-то по телефону. Ну и у нас на очереди второй тест, традиционный тест с печкой. Я сейчас выкручиваю ее на максимум. Она потихонечку набирает обороты. Сейчас в течение 5-6 секунд у меня в салоне создастся такой очень сильный шум. И, собственно, вот сейчас фрагмент этого шума я тебе вставил, чтобы послушать, при каких условиях данный тест проводится.
Ну и вот так тебя будет слышать собеседник, если ты с ним, допустим, захочешь поговорить зимой, обогреваясь в машине этой самой печкой. В общем, как-то так. Но вот так отрабатывают микрофоны в наушниках Anker Liberty Air 2 Pro. Вот таким образом я сейчас нахожусь в парке. Рядом со мной еще небольшая дорога, где проезжает некоторое количество машин. Шум от нее небольшой имеется, но тем не менее. Так в целом в парке довольно-таки тихо. Небольшой ветерочек здесь также присутствует, но в целом можно примерно понять, как тебя будет слышать собеседник, если ты будешь с ним разговаривать по вот этим наушникам, ну, находясь вот в такой вот обстановке при таком сценарии использования. Ну и подводя некий итог, я попытаюсь ответить на самый главный вопрос. Насколько оправдана покупка дорогих топовых наушников на примере тех экземпляров, что были сегодня в ролике. Так получилось, что я всегда рассматриваю и оцениваю наушники по их функциональности, звучанию и цене. Для меня важно, чтобы ими можно было удобно пользоваться. И вот из всего сегодняшнего квартета я могу выделить лишь Sony 1000 XM3 и, наверное, Anker Liberty Air 2 Pro. По всем своим параметрам они достойны называться топами за свои деньги. А вот Momentum 2 от Sennheiser слишком дорогие, хоть и звучат действительно великолепно. Но вот сценарий работы шумоподавления, невозможность функционирования по одному из пары и их размер слишком большие минусы за эти деньги. Да и если честно, я бы не сказал, что очень уж топовый в этих наушниках микрофон. Помимо всего прочего, стоит отметить также наушники от Samsung. Они тоже хороши, но лишь для своих смартфонов. К сторонним Android-телефонам я бы их покупать не стал. Слишком много ты недополучишь, заплатив полную стоимость. Так что здесь перед покупкой стоило бы подумать. Что же касается моих личных предпочтений, то я как всегда остаюсь при своих Huawei FreeBuds Pro. И нисколько не жалею, что когда-то их купил. Для меня это лучшие наушники по всем параметрам с отличным сбалансированным звучанием, которое не требует никаких вмешательств с сторонними эквалайзерами. Ну а что по всему этому вопросу думаешь ты, как всегда, пиши в комментариях. Будем обсуждать. Спасибо тебе за просмотр и до новых встреч. Пока-пока.